Привет, мои дорогие девочки, мои сестрички. У нас сейчас будет с вами гадание на его чувства и мысли о тебе сейчас. И мы будем гадать на Таро Мила Монара. Вы загадайте, у нас 4 варианта. Загадайте либо одного мужчину, или, девочки, если вы в активном поиске, загадайте на нескольких мужчин. Потому что когда вы на рубашке загадываете даже просто какие-то имена, либо какие-то образы мужчин, я вам скажу, что это все работает и привлекает в вашу жизнь именно выбор. Выбор из 4 картей, 4 мастей. Поэтому загадываем, не спешим. Первый, второй, третий, четвертый вариант. И давайте глянем его чувства и мысли о тебе. Ну что, загадали, девочки? И поехали, смотрим. Так, первый вариант. Его чувства и мысли о тебе сейчас. Ну, смотрите, мои дорогие, сразу выпала королева огня. Он хочет интима, он хочет интимной близости с тобой. Ты его сильно очень возбуждаешь. Он очень много о тебе думает. И я скажу, скорее всего, он, так как королева выпала, он на тебя смотрит, он наблюдает или в соцсетях, или рассматривает тебя на ваших с ним свиданиях, да, он, как говорится, помытый, прихорошенный весь, и ему очень хочется, да, и вторая карта такая, он видит себя с тобой в паре, рыцарь огня и королева огня, он хочет, девочки, он хочет сойтись, скажем так, сойтись ночью под одеялом, это как минимум, но и в то же время здесь, если вы думаете, можно ли завести с ним серьезные отношения, да, девочки, можно, потому что все-таки выпала королева и рыцарь огня. Это говорит о том, что, в принципе, он готов в пару. Ну, давай еще посмотрим его мысли о тебе сейчас. Туз огня. Что это? Март еще не кончился для него. Март продолжается. Он у него прям в разгаре. Туз выпал. Туз огня, девочки, это очень сильное желание интимной близости с тобой. И смотри, он еще думает, ты выпала королевой воздуха, да, что ему надо в этом плане спешить, надо что-то решать, надо что-то делать, потому что королева воздуха — это такая девушка, которая может отвлечься от него. А возможно, она еще не выбрала его. И он думает, что, скорее всего, ты флиртуешь еще и с другими. И то, что, возможно, тебя надо удерживать, тебя надо покорять, надо вот как-то играть с тобой в эти игры. Поэтому, девочки, смотрите, все равно все зависит еще от того, какой это мужчина от 1 до 10, да. На десяточку он будет вообще там дорогие подарки дарить и все остальное. А, например, на единичку это тот мужчина, который просто помоет свою пятую точку и наденет новое нижнее белье, да, и он будет считать, что он уже такой красавец. Поэтому обратите внимание на то, как этот мужчина будет к вам проявляться для вот этого своего очень важного желания в его жизни, да. То есть он должен максимально что-то для вас делать, максимально. И в то же время, если он не знает, как это, вы можете ему намекать, да, то, что бы вы хотели получить, какого вы отношения хотите к себе, да. То есть тут такое. Его мысли о тебе сейчас. Он, девочки, очень хочет любви, он изголодался, у него давно не было. Девятка воды говорит, что действительно у него давно не было, и он просто уже изголодался, захотел вот этой вот всей любви. Ты его очень сильно привлекаешь. Опять, смотрите, одни карты любви выпали. Но, девочки, смотрите, девятка, семерка и восьмерка, да, что ему нужно? Ему нужны нежные романтические разговоры. Он хочет делиться с вами своими влажными мыслями, да, любовными мыслями. Он хотел бы, чтобы вы тоже откликались на его вот это какое-то ухаживание. И он все-таки, смотрите, хоть и начинает с рыцаря огня,
Он продолжает быть в этих любовных отношениях, то есть он прям влюбляется. Вот знаете, как есть такие мужчины, которые после первого интима уходят, да, и вот они своего достигли и убегают куда-то. А вот этот мужчина нет. Он после вот интима, он больше и больше сближается, он больше влюбляется. Все это ему щекотит нервы от вот этих прикосновений, от разговоров, от близости вообще. И я вам скажу, что он прям уже готов, он как замаринованный такой, и он уже готов проявляться с точки зрения мужчины, который влюблен. Понимаете? Хоть у него и на первом месте, конечно, интимная близость идет, но он ее пытается как может развивать. Но смотрите, так как у него уже давно не было даже вот и отношений, интимной близости, но он выпадает пажом воды. А если он выпадает вот этим вот пажом воды, я не скажу, что он будет двигаться так уверенно и классно дальше в отношениях. То есть его надо уже подхватывать, да, в этих отношениях. Он знает, как получить интим, да, как к нему готовиться, да, он знает. Но как дальше он хочет развивать отношения, но ему будет тяжеловато, потому что он будет такой, знаете, обмякший. Или как я помню, делала опрос среди всех своих знакомых разного возраста мужчины и говорю, а как себя ведет влюбленный мужчина? Они говорят, как идиот, как кретин, как там того-то. Ну, короче, они все подтвердили, что когда они влюблены, они ведут себя как такие идиотики. Поэтому ваш мужчина здесь, он тоже будет превращаться вот в этого влюбленного, ну, такого мужчину, который не будет понимать, что ему дальше же делать, понимаете? В царевну немножко такой будет превращаться. 20-й старший аркан суда выпал. А здесь, девочки, тут найдет немножко коса на камень в плане том, что чем больше будут развиваться ваши отношения, все дойдет до того, что будете решать, ну а что делать дальше? Ну вот хорошо, мы летаем как две бабочки на ромашках, а что же будет дальше? Вы на него будете вопросительно смотреть, как он захочет там решить какие-то вопросы, да, которые у него существуют. 20-й старший аркан суда, это говорит о том, что он должен будет поменять свою жизнь. И вот тут вот будут какие-то проблемы у него с этим принятием. Но он будет слушаться вас. Вот вы как пара уже, видите, выпадаете. Верховная жрица и рыцарь воздуха. Это мужчина послушный, мужчина-семьянин, тот, который вот слушает, что говорит ему верховная жрица. Поэтому, девочки, здесь очень классный, хороший вариант выпал. Вы выбрали хороший вариант. Мужчина здесь такой и ничего идет, да? Но единственное, что в этих отношениях все-таки вы будете где-то ведущая, понимаете? Вам надо будет об этом подумать, как его, мужчину, применить, скажем так, в своей жизни. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант, давайте смотреть его чувства и мысли о тебе сейчас. 16-й старший аркан. Он, девочки, сейчас, наверное, где-то находится в помещении каком-то, да, потому что башня это говорит и о местонахождении мужчины тоже. И он сейчас находится в каком-то таком состоянии, тут, можно сказать, немного бешенства, щепотка раздражения какая-то есть. Либо это мужчина заболевший, либо мужчина, который вот сейчас находится вот в каком-то таком положении, где он в стесненном, скажем так, положении. Ну, давайте посмотрим еще его чувства по отношению к тебе. 11-й старший аркан силы. У него ожидается в ближайшие дни какое-то вот смотрите, он сейчас как на спаде, да, и сейчас он будет подниматься вверх. 11-й старший аркан силы. У него сейчас такой вот период в жизни, когда очень много каких-то итогов будет, итогов его деятельности, итогов его поступков. Это он сейчас, когда он уже занес ногу на следующую ступеньку своей жизни. Если этот мужчина сделал вам предложение, либо он сказал, что я хочу на тебе жениться, скорее всего, вы поженитесь, да. Если же этот мужчина сказал девочке, что, например, ну, если вы с ним встречаетесь и сказал, что все, у нас больше не будет отношений и все остальное, значит, он захотел этого глотка воздуха, да, новой какой-то жизни, его тоже не остановить. То есть мужчина сейчас
и пожинает то, что он, как говорится, за год, возможно, за несколько лет, да, к чему он приходит, и в то же время он сеет новое что-то. То есть это новые этапы его жизни. Поэтому обратите внимание, как он сейчас к вам относится. Если он сейчас вот тянется к вам, значит, он, девочки, закрепляется вместе с вами, и это на долгую перспективу отношений. Если же он вас сейчас игнорит, да, то этот игнор долго продлится, потому что он сейчас видит свою жизнь по-другому, все хочет поменять, и эти обстоятельства, которые складываются вокруг него, будут тоже вот все менять. Ну, давайте еще посмотрим его чувства к тебе. Он думает, что ты очень прагматичная, очень земляная. Это выпала земляная королева, да? Э, Он думает, что ты очень принципиальная. Может, даже не капризная, но такая вот принципиальная в каких-то таких вопросах, что ты выживешь и с ними без него, да. И он еще до сих пор вот прям и не знает, а нужен ли он тебе для твоей именно жизни. Потому что ты очень такой, знаешь, крутой выпала, наполненная, какие-то у тебя все время дела, какой-то у тебя свой характер такой неповторимый. Давайте еще посмотрим его чувства к вам сейчас. Он, девочки, берет паузу. Все-таки сейчас он берет паузу в этих отношениях, в чувствах, для того, чтобы, смотрите, все равно тут туз выпал, туз воды, да, это закрепление любовных отношений. То есть тут идет, он берет паузу, или тут чувствуется какое-то охлаждение между вами по одной простой причине, потому что он думает, что вот это охлаждение, оно именно зависит от вас, а не от него. Но в то же время у него происходят вот эти какие-то глобальные изменения в его жизни. Или он просто, знаете, вот, может, работу поменял, да, либо еще, ну, короче, что-то. И он думает, или если вы на расстоянии, он знает, что ты его дождешься, что ты его ждешь, и он хочет вернуться, либо доехать к тебе и начать все заново и начать какие-то новые такие отношения. Или, девочки, вот как будто вот эта вот восьмерка земли, она затесалась именно из-за того, что, возможно, вы его где-то обдали холодом, вы где-то его не поняли, либо вы показали ему свой характер, и то, что он решил отойти вот в этих своих делах, он сейчас как варится, понимаете, он варится в этих делах, у него какие-то течения, движения, движухи, и ему надо вот это время, а 2 старших аркана выпало, что он обдумывает это. Он обдумывает, как и что дальше будет. Дальше будет легче. То есть через некоторое время, вот я вам скажу, что 2-3 недели, и про этого мужчину вам будет все понятно. Вам будет понятно все, как действовать, как жить и все остальное, да, его отношение к вам, да, то есть он это, в принципе, все выскажет. Хорошо, а его мысли о тебе сейчас? Он думает, что ты повернута на себе, что ты бы хотела такого горячего себе мужчину и, возможно, даже не пару именно, а любовника. То есть, девочки, он думает, что это какие-то такие отношения, в которых он не может с вами построить вот такую вот семейную пару, а что, скорее всего, ты ищешь себе какого-то любовника, что это ты ищешь себе, например, гостевого мужа такого, который там только по субботам, воскресеньям приходит, да, и вот он еще думает, да, как он может вообще уместиться в твоей жизни. Давайте еще посмотрим его мысли о тебе сейчас. Но у него там где-то бабочки в голове летают, и в животе, и в голове, девочки, бабочки, любовные бабочки живут. Но он чувствует, что он все-таки останется отшельником. Он чувствует, что либо ты его отвергнешь, либо у вас как-то не сложатся отношения из-за этих обстоятельств, которые на его долю выпадают, да. И как бы он, например, не хотел, как бы он бы не крутился, у него пессимистический настрой насчет ваших отношений, да, то есть он пессимист. И все-таки здесь, я вам скажу так, с этими отношениями спешить совершенно не надо. Тут 2 опасных все-таки аркана выпало, 16 и 9, да, отшельники, падающая башня. Это, девочки, и причем вы выпали именно королевой земли, да.
То есть вы-то устаете, вы очень устойчивая, у вас сильный характер, а вот он не понимает, сможет ли он с этим сильным характером жить и совладать, да. Поэтому здесь и с его этими пессимистическими мыслями насчет того, как он сможет быть с вами, я бы не спешила, потому что вот если это какой-то даже ваш такой вот полузнакомый, скажем так, мужчина, да, то я вам скажу, что, скорее всего, вы не сходитесь характером здесь, да. То есть у вас какая-то, тут идет дисбаланс именно в ваших характерах. Поэтому, если эти отношения с этим мужчиной не сложатся, вы даже не переживайте. Вот реально даже не жалейте, что они не сложатся, потому что вот он сам по себе такой вот немножко другой, скажем так, да. И это какие-то стычки, это натягивание совы на глобус, на самом деле, чем, например, нормальные отношения. То есть, если вы хотите кайфануть от отношений, его, вот этого мужчину, пока рассматривайте только ну, в призме любовника, да. То есть пришел — хорошо, ну, если вам надо. Не пришел — ну и фиг с ним, да. И вот берите от него то, что вы хотите именно, да, но не обременяя себя и его мыслями о серьезных отношениях. Хотя бы вот 2-3 недели подождите, да, и у вас все станет на свои места, потому что тут такое, знаете, как будто вот нету такого вот ключа к паре, понимаете? Поэтому тут надо, чтобы вот... Я не хочу, чтобы королеве Земли было плохо. Я не хочу, чтобы вам, девочки, было плохо от того, что вы возложите на отшельника какие-то свои мечты, чаяния, надежды, желания серьезных отношений, семьи, да, и оно все будет как в прорву, как в дыру черную, да, и вы будете не удовлетворены. Вы начнете сомневаться в себе, а такая ли я, а не такая ли я. Поэтому вот лучше всего по факту, вот тут по раскладу, да, обращаться, ну, общаться с этим мужчиной, ну, максимум, как с любовником, но не больше, да, и в то же время не ограничивать его и не ограничивать, девочки, самое главное, себя. Поэтому тут вот знаете, чего мне не хватает в раскладе? Чтобы вот для этой принцессы, для принцессы Земли, да, такой вот талантливой, красивой, сильной очень личности, да, стержневой, чтобы вы не полетели, скажем так, с катушек в любви, когда засасывает, вот знаете, иногда очень вот хорошие девочки часто любят хулиганов, да, а с хулиганами, как известно, вот такая вот базисная семья, она не выстраивается, да, только от этого вот получаешь какой-то вот опыт, да. Поэтому, девочки, не спешите с ним в отношения заходить, берегите себя, вот реально берегите себя, чтобы у вас была вот такая, да, детокс вашей психики, вашего психического состояния, чтобы вы не уходили в этого мужчину, не уходите в него. Не живите его жизнью сейчас, да, а живите именно собой, своей творческой единицей, живите книгами, творчеством, фильмами, не знаю, грядками, кто что, да, работой, карьеру стройте, все остальное. Он у вас должен быть, этот мужчина, на третьем месте. Понимаете? А почему на третьем? На первом ваша жизнь, на втором образ идеального вашего именно мужчину, которого вы хотите, и на третьем вот это. Пожалуйста, пока с этим мужчиной не спешите в такие какие-то глубокие мысли и отношения. Вот и все. Вот такой вот второй вариант. Третий вариант. Давайте посмотрим его чувства, мысли о тебе сейчас. Ну, я вас поздравляю, девочки. Что вы его сделали? Что вы его намутили, понимаете? 15-й старший аркан. Выпал аркан дьявола. Он мечется, он и чешется, и вы не выходите из его головы. Он не знает, что с вами делать. И с ним сейчас играет дьявол на самом деле. Я поздравляю, если вы дьявол. Ну, короче, его крутит. Его чувства и мысли о тебе сейчас. Он, девочки, влюблен, реально. Это 11-й старший аркан силы. Его вот как будто, вот знаете, когда забираешься на какой-нибудь огромный башенный кран или на последний этаж какого-то небоскреба и смотришь вниз, и так вот покруживается голова.
Вот у него также, у него, девочки, от вас кружится голова. Кружится голова о каких-то мечтаниях. У него эти мечтания вообще просто супер дикие. Он немного отрывается от реальности. Он девочки, вот прям реально в отрыве от реальности сейчас, потому что он сам себе там намечтал, он вас, вот не то, что он вас именно идеализирует, сколько он идеализирует себя, свою жизнь, что он такой крутой, такой классный и все остальное, и как вы, и думает о вас по тройке воды, это, знаете, так, любовные мысли у него идут, как будто, ну, смотри, типа, я приеду к ней на Феррари, а она, короче, ко мне там сядет, и мы с ней поедем под музыку. Короче, вот такое у него сейчас идет. И оно очень сильное, это очень пьянящее. Его чувство к тебе сейчас. Ну все, девочки, ему хана. Это очень сильное, страстное наваждение. То есть вы его наваждение. И знаете, в чем прикол? Он никогда не думал, что какая-то женщина сможет вообще им руководить так. Он, девочки, обнулился. Он просто вот в прямом смысле обнулился. Нулевой старший аркан силы, дурака, силы, 11-й аркан и дьявола. И причем, смотрите, он никогда не думал, что с ним это возможно. Он себя видит как король воздуха, ну, как рыцарь воздуха, да, такой вот парень на движухе, который там все знает в этой жизни, как жить эту жизнь, как по ней двигаться, и что он достаточно сильный и по характеру, и типа я могу сказать да, могу сказать нет, я умею ухаживать, у меня может быть много женщин, да, все такое, но с вами он превращается просто в агнца Божьего, понимаете? Он просто обнуляется и просто готов лежать. Лежать у вас на пороге и целовать, короче, ваш предверный коврик. Так, его чувства и мысли о тебе сейчас. Он не знает, что делать. Паж земли. Паж земли – это, девочки, мужчина, который боится проявляться в каких-то делах. Он огромный мечтатель. Знаешь, тут какой-то рачи что-то выпадает, да? Огромный мечтатель, рак, который в голове, он уже там, у него эти паровозы, пароходы, заводы, красная Феррари. Он на этом красном Феррари вас катает, но в жизни может быть не так, потому что выпал он пажом земли. То есть он о себе, если честно, вот и по раскладу смотреть, большего мнения, чем он есть на самом деле, да. То есть многие его не оценивают так, как, ну и вы его тоже, кстати, не оцениваете так, да. Он для вас воробей, а он считает, что он стреляный воробей, да, он орел. Вы выпали верховной жрицей по отношению к нему. Вы, как ведьма, понимаете, приказали демону, и демон подчинился. И он будет выполнять все ваши желания. Но это оно так и есть. Но что с него взять? Девочки, смотрите, когда мужчина всесильный, он для верховной жрицы делает все, да, все, что в его силах. Но дело в том, что верховная жрица очень много надо в этой жизни, понимаете? У вас планка очень сильно задрана, и правильно, кстати. И смотрите, если вы попросите этого мужчину забить вам гвоздь, а он умеет забивать гвозди, он, конечно же, его забьет, да, или, например, что-то сделает по дому. Но если, девочки, вы от него попросите чего-то а-ля невозможного или полувозможного для него, он это 100% не выполнит, да. То есть он будет, ну, так это какой-то мечтатель в розовых очках все-таки. И очень часто раки такие мужчины, да, они в голове вот просто рыцари благородного ордена мальтийского. Но как только вот ты попросишь что-то сделать, он еще попытается это сделать, потому что ты знаешь, как верховная жрица, что его просить, что не просить, да, оцениваешь правильно его возможности. Но если ты бросишь вот это руководство им, он будет просто вот как белый бим, черное ухо. Понимаешь, смотреть преданно в глаза и все на этом. Ну давайте еще посмотрим его мысли о тебе сейчас. Он
пытается даже вот где-то под тебя мимикрировать, но у него это слабо получается. Знаете, к чему он, девочки, придет? Смотрите, вот какая вы пара с ним сейчас выпадаете, именно не в его таких супер мечтах, да, а именно как на деле все. Выпал рыцарь земли и королева земли. То есть на самом деле и вы, и он, вам надо очень сильно подумать о земном быте. Потому что вот эти вот мечты, его мечтания, спустить его на землю, если, девочки, вот он там находится, он, как говорится, голубь в небе, это замечательно, но если его спустить на землю, потянет ли он это все, понимаете? И тут вы можете столкнуться с интересами какими-то. То есть вы будете хотеть от него одного, он будет хотеть от вас другого. Но если вы, например, с одного примерно социального статуса, если, в принципе, вы много не требуете от мужчины, да, и там, ну, короче, если вы более-менее друг на друга похожи, вам нужно думать о том, как вы сможете вместе с ним вести какой-то быт, вот эту вот семейную бытовую лодку. Это очень важно, потому что если вы не сможете ее вести с этим мужчиной, и вам с ним, и ему с вами делать нечего. Понимаете? И я бы еще, знаете, что сказала? Что желательно тут не привораживать этого мужчину, потому что здесь могут вот по старшему аркану 15, что выпал первым, эти такие недоотношения могут мучить и вас, и его. А, кстати, тут вот про рака я говорю. Ну, тут еще и козерожье, между прочим. Мужчины-козероги тоже тут могут быть замешаны, потому что они тоже о себе очень большого мнения, да. А как на деле оказывается? А на деле оказывается не очень. И надо быть хорошей такой терпилой. С некоторыми, не со всеми, но в основном с козерогами. И вот у кого получится, там может какой-то долгий брак быть. У кого не получится, ну, это тяжело. Но то, что вы богиня для него, это факт. Это факт, девочки. Вы для него богиня. Но вот этот бытовая эта лодка, это очень-очень большой вопрос в ваших отношениях. Поэтому вам даже вот если вы планируете или уже с ним в отношениях, самое главное, о чем вам надо подумать, да, как вы будете жить, как вы будете, например, делить это совместно нажитое, или как вы будете это наживать все вместе, будет ли это 50 на 50, или будете вы надеяться на него с большими своими запросами, да, потому что когда у вас очень большие запросы, а он, девочки, может не потянуть, да, и вы можете просто его рубануть саблей, вот, в прямом смысле этого слова. Ну, давайте еще глянем немножечко на него, на этого третьего мужчину. Вы такая, знаете, с запросом. Вам больше дано, чем этому мужчине на самом деле. И вы кармическая для него. Хорошо, давай еще посмотрим его чувства по отношению к тебе. 20-й старший аркан. Он, девочки, может, знаете, вот где прогореть? На деньгах. Да. Но если вы, если вы будете руководить все-таки вот вашим бытом, вы будете руководить, и для вас деньги это не главное, то здесь может быть, ну, нормальный брак, да. Но если деньги для вас главное, а он, девочки, по каким-то моментам, ну, скажем так, вам уступает в материальных благах, то тут будет тяжеловато. И если у вас большие запросы, да, вот реально вы хотите вот многого добиться, может, вы такая, ну, молоденькая, и вы хотите вот реально многого добиться в этой жизни, да, то, возможно, с этим мужчиной будет где-то не по пути именно в быту. Это такой из таких вот браков, да, может быть у вас, где, например, муж и жена начинают все с нуля, кто-то выбивается, а я вам скажу, скорее всего, вы выбьетесь в люди, и потом в какой-то момент вы будете делить свое же то, что нажили, да, или, например, у мужчин есть такое, что, например, жена там с детьми сидит, а муж там хорошо начинает зарабатывать, она с ним... Это как вот у директора Валберис, да, такое может быть история. Или вот этих вот все, когда олигархи какие-то разводятся. И, ну, короче, тут надо, знаете, очень по канату тонкому идти, или по тонкому льду, что касается ваших доходов и его доходов. Или как вы
к этому будете подходить. Понимаете? Тут вот главное, чтобы вы взяли это на себя, понимание, может ли он дать вам то, к чему вы стремитесь, девочки. Это очень важно, потому что здесь он все-таки, знаете, очень большого о себе мнения, и он может рассказывать эти сказки, как он себя там видит, какой он бизнес откроет. Но на самом деле вы возьмете потом кредит на открытие его бизнеса, он погорит, кредит останется на вас, вы разведетесь. Ну, то есть тут надо очень тонко следить за именно материальным с ним. А насчет чувства, ну, вы просто его взяли, девочки. Вы его взяли и крутите сейчас на пальце вот так вот. Вот такой вот третий вариант. И давайте посмотрим четвертый вариант, мои дорогие. Четвертый вариант. Его чувства и мысли о тебе сейчас. Ну, весна у нас продолжается. Первый старший аркан мага выпал. Маг. Маг, девочки, что он думает о тебе. Короче, ты живешь его в голове. Он думает, что ты какая-то ведьма. И ты для него какой-то кармический партнер. И он думает не то, что какое место ты занимаешь в его жизни. Он вот понимает, что ты его куда-то двигаешь, да. То, что ты даже появилась в его жизни, для него это вот кармическое какой-то знак, предназначение. И он об этом очень много думает о всем. Давай дальше посмотрим. Его чувство к тебе сейчас. Он хочет, восьмерка огня. Он хочет интима, он хочет баловства под одеялом, он хочет этих разговоров интимных, сюсю-мусю, массажики, вот такое, знаешь, всякие такие фоточки и все остальное. Он начинает какой-то вот путь развития к тебе. То есть он, девочки, будет действовать. Этот мужчина, тот, который действует по отношению к женщине, девушке, которая его заинтересовала. Его чувство к тебе. У него далеко идущие планы на тебя. 14-й старший аркан – это мужчина, который считает, что ты его кармическая. И что, девочки, он хочет жениться. Да, здесь мужчина, который рассматривает тебя для брака. Но он не рассматривает сам брак. То есть он видит, что он хочет с тобой серьезных отношений. Где-то в перспективе будет брак, но где именно в перспективе, он об этом не думает сейчас. А его мысли о тебе... Опять сексуальные мысли идут. Игра сексуальная. Рыцарь воды. Влюбленный мужчина выпадает. Да, очень влюбленный. Он от вас просто так не отцепится. Даже если вот я вам скажу так, теоретически вы возьмете где-то и расстанетесь, через какое-то время, да, он все равно с вашей жизни, как валет с колоды, не выпадет. Он все равно, девочки, будет проявляться. Он где-то будет вот поджидать вас возле вашего дома, где-то пытаться, что между нами, выяснять отношения, все остальное. То есть этот мужчина прилипала. Так что готовьтесь к этому. Он такой вот прилипала в этом плане. Он такой очень чувственный, скажем так, да. Он, если вы вот с точки зрения вот серьезных отношений его рассматриваете, да, то обратите внимание, что он действительно, он думает именно о своих отношениях с вами, но совершенно не думает о том, как он будет вас обеспечивать, как он вас будет там, куда он вас приведет и все остальное. Теоретически он примерно плюс-минус понимает, да, но об этом сейчас не думает, потому что у него голова забита именно вот этим, знаете, кармической вашей встречей, вашим предназначением, вот такое вот философствованием каким-то. И вот тут вот, кстати, вот что-то водолейское такое, да, мужчина водолей, девочки. Ну что, давайте посмотрим еще его чувства. Или лев, кстати, на льва тоже похож. Его чувства по отношению к тебе. Он любуется тобой, ему очень нравится твоя внешность. Он бы хотел с тобой попробовать какие-то нетривиальные виды интима. То есть он такой, знаете, любит ролевые игры. Он любит вот играть. И он любит актрис, да, то есть побольше играйте с ним в какие-нибудь игры. Он считает себя и вас идеальной парой, просто идеальной парой. Маг и верховная жрица. Угу. И его чувства к тебе сейчас. Ну, очень много интимных мыслей. Паш огня. Он, девочки, скорее всего,
когда вас нету вместе с ним рядом, он еще может и заниматься самоудовлетворением для того, чтобы, вот знаете, думать о вас больше. И он делает это на вас, девочки. С чем я вас и поздравляю. Давайте я еще соберу колоду, и мы его еще, девочки, разложим. Вот такое, знаете, львовское, водолейское у него что-то есть. Вот обратите внимание, он либо по Луне, а может по Солнцу именно водолей или лев. Ну, что-то у него такое тут сильно идет. Или это такие супервлюбленные стрельцы могут быть, или супервлюбленные овены, да. Иногда тельцы, кстати, тоже могут так вот проявляться, но тоже смотря какой он. Ну, давайте еще посмотрим. Его чувства к тебе. Так, он немножко тебя побаивается. Он побаивается того, чтобы ты не ушла. Он боится расставаний, он боится расстаться с тобой, потому что ты для него важный человек его жизни. Он устал ждать. Он типа, как долго я тебя ждал, как долго я хотел быть с тобой, как долго я находился в каком-то прозябании, поиске и не находил, и он боится расставания и боится вот этого прозябания опять, его чувства по отношению к тебе. Он, девочки, хочет вас схватить и не отдавать. Он хочет вас схватить и никому не отдавать, чтобы вы были все время вместе с ним рядом и чтобы вы поженились. Он хочет удовлетворять, вот опять выпадают карты огненные. Хочет, но в то же время, девочки, он хочет и хочет вас удовлетворять, но тут идет вот это вот, там девятка выпала, тут девяточка, да, это самоудовлетворение идет. То есть этот мужчина все-таки настолько вот он, знаете, не совсем прям был готов к тому, что вот даже вы можете быть с ним рядом, да, и поэтому он вот, короче, все-таки занимается вот этим самоудовлетворением где-то там, потому что он может где-то и боится вам что-то высказать, да, или полезть к вам даже, поприставать к вам, он боится. Но вот это желание в нем слишком такое сильное, да, и поэтому он думает, лучше я там, грубо говоря, передерну пару раз, да, но к ней буду так все-таки относиться как вот к моей богине. Давайте еще посмотрим. Его мысли о тебе сейчас. Он, девочки, смотрите, у него есть один такой заскок. У него есть какие-то такие желания эротические, которые не совсем обычные. То есть тут вот что-то такое вот есть. Игры ролевые, возможно, он БДСМщик, возможно, он хочет, вот он может тут какой-нибудь вот фетиш, да, или он, короче, там, ну что-то у него такое вот есть. Он немного извращуга в этом плане, и он боится, чтобы вы видели вот эти его извращения. А я так думаю, что он тут много так этим занимается? А вот тут ответ пошел, потому что у него, девочки, какие-то фантазии горячие. Настолько горячие, что, знаете, не всегда это съедобно. И это нифига не теплые блинчики, да. То есть что-то тут такое вот идет. Может быть плетки. Может быть, он хочет вас этой плеточкой отходить. А может, он хочет, чтобы вы надели форму учительницы и его, понимаете, отделали кнутом или походили у него по спине на каблуках, да. То есть он такой у вас. Тут вот какие-то истории такие сексуальные, они тут тоже проглядываются у него. Его мысли о тебе сейчас. Он готов вас долго ждать, он готов долго не... Он и уже долго к тому готов, что вы не всегда будете ему, скажем так, давать, грубо говоря, да. То есть он к этому готов. Он считает, что вы какое-то вот реально божество, какая-то богиня, а богиня, она не может полностью удовлетворить его эти желания. Вот вы как плакат женщин, обнаженной женщины в ванне, да. И вот смотришь и дергаешь. Вот и все, девочки. Вот хоть это немножко грубовато, но все же. Вот как оно выпадает, я вам на эротическом таро Мила Монара и рассказываю. Вот такие вот дела, девочки. Так что, знаете,
кушайте свое вишневое варенье здесь. Очень какой-то такой интересный у вас мужчина. Все, любимки мои, люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.